Привет, дорогой зритель! Добро пожаловать на канал Китай в помощь! Сегодня снова пройдемся по зарядным устройствам, и на этот раз в центре внимания окажутся двухпортовые зарядники с поддержкой современных технологий быстрой зарядки. Сразу поясню, что сегодняшний обзор — это первый обзор из двух запланированных на данную тему. Сегодня мы рассмотрим 6 зарядных устройств от 4 топовых брендов со стоимостью более $10, а в следующем видео пройдемся по брендам подешевле и рассмотрим зарядники до $10. И для этих обзоров я выбрал наиболее востребованные сейчас зарядники с двумя портами, один из которых USB-A, а второй USB Type-C. В ходе обзора мы проверим их мощность, изучим доступные режимы быстрой зарядки, проверим пульсации, измерим нагрев при длительной работе и, сопоставив полученные данные с их стоимостью, попробуем выбрать наиболее удачный для покупки вариант. Повторюсь, сегодня рассмотрим варианты подороже, а более бюджетные варианты изучим в другой раз. Даже давайте договоримся так: как только этот обзор наберет 500 лайков, я сразу сажусь за вторую часть. Так что если эта тема вам интересна, обязательно поставьте лайк под этим видео. Итак, начинаем с бренда Baseos. Именно он разработал и произвел вот эти два зарядных устройства. Оба приезжают в очень симпатичных картонных коробках с качественной цветной полиграфией, тиснением и кодом для проверки на оригинальность. В плане упаковки Baseos впереди остальных. Один зарядник на момент заказа обошелся мне в $14, а второй в $15. Учтите, что цена может меняться. Несмотря на то, что у меня на обзоре оба зарядника имеют порты USB-A и USB-C, также можно выбрать модификации с двумя USB-A портами, если быстрая зарядка Power Delivery вам ни к чему. Первый зарядник может похвастаться приличной мощностью в 30 Вт, поддержкой технологий быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 2, 3 и 4 поколений, Power Delivery, Samsung AFC и Huawei FCP, диапазон выходного напряжения от 5 до 20 вольт. Второй, более бюджетный зарядник обещает поддержку тех же технологий быстрой зарядки, но его мощность скромнее — 18 Вт, а верхний диапазон выходного напряжения ограничен 12 вольтами. Однако у данного зарядника есть серьезный козырь в рукаве – небольшой дисплей, отображающий напряжение и ток заряда. Среди сегодняшних участников этот зарядник единственный с такой интересной фишкой. Следующая пара зарядников была произведена компанией Blitzwolf, и они также приезжают в картонных коробках. Тут также есть версия попроще и посерьезней. Первая обойдется примерно в $12, а вторая примерно в $15. Изучив список товаров, и у Blitzwolf также можно найти зарядники с парой USB-A гнезд вместо тандема из гнезда USB-C и гнезда USB-A. Более бюджетная версия крайне компактная, но при этом обещает мощность до 18 Вт, а также поддержку всех ранее перечисленных протоколов быстрой зарядки. Что касается выходного напряжения, то оно может варьироваться от 5 до 12 вольт. $15 вариант существенно крупнее и уже предлагает мощность до 30 Вт, а вот диапазон выходных напряжений тот же, от 5 до 12 вольт, что немного странно. Быстро заряжать от него опять же можно и айфоны, и Samsung, и Huawei, и все, что поддерживает быструю зарядку Qualcomm и Power Delivery. Следующее зарядное устройство произвела компания Ugreen. Его стоимость на момент заказа $15. Напомню, актуальную цену смотрите по ссылке в описании. За эти деньги нам предлагают аж 36 Вт мощности. Это, кстати, самый мощный зарядник на сегодняшнем обзоре. По диапазону напряжения также все по-взрослому, от 5 до 20 вольт. По быстрой зарядке протоколы Qualcomm Quick Charge 2, 3 и 4 версии, Power Delivery, Samsung AFC, Huawei FCP присутствуют. Помимо версии с USB-C и USB-A портами, как у меня, можно выбрать версию с двумя USB Type-C гнездами. Ugreen, видимо, торопятся поскорее перейти на современный стандарт подключения.
И, наконец, шестой участник от фирмы Anker. Вообще меня часто просят изучить зарядники этого бренда, но я их принципиально игнорировал из-за неадекватно высокой цены. Однако данная модель на момент покупки стоила около $19, так что я решил, что пора познакомиться с зарядными устройствами этого бренда. По расплывчатому описанию товара было неясно, на что способен зарядник, а вот по информации на его корпусе мне стало ясно, что выдать он обещает 30 Вт, при этом максимальное напряжение быстрой зарядки всего 9 вольт. Это очень странно и скромно на фоне конкурентов. В плане поддерживаемых технологий быстрой зарядки все так же мало понятно, так что будем проверять их уже на практике. Теперь переходим к первому тесту, а именно проверке мощности зарядных устройств. Для этого используем специальные тестеры и нагрузочные модули от компании RD. Также попутно проверим и технологии быстрой зарядки. Начинаем с первого зарядного устройства от Baseus и его порта USB-A. По заявлению производителя, с гнезда USB-A этого зарядного устройства мы должны в режиме обычной зарядки получить 5 вольт 3 ампера, а в режиме быстрой зарядки 12 вольт 1,5 ампера. Давайте проверять. Сразу стартуем с 2 ампер. Отлично, напряжение стабильное, 2 ампера получаем. Сразу переходим к 3 амперам. 3 ампера полет нормальный, напряжение стабильное, заявка производителя оправдана. Ищем предельный максимум. И как я вижу, после 3,5 ампер у нас происходит сильное падение напряжения. Соответственно, максимум, который мы можем получить в режиме обычной зарядки с этого гнезда, 3,5 ампера. Теперь задействуем триггер быстрой зарядки. Отлично, напряжение плавно регулируется, значит технологии быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0 и 2.0 поддерживаются. Максимальное напряжение, как и обещано, 12 вольт. Теперь выясним максимальную мощность. По итогу, вплоть до отключения, мы смогли получить от этого зарядника в режиме 12 вольт примерно 1,8 ампера, то есть 21 ватт мощности. По-моему, это неплохой показатель. Теперь попробуем испытать гнездо USB Type-C. И для начала подключим к нему специальный триггер. Если на этом триггере сейчас загорится синий LED-индикатор, значит зарядное устройство поддерживает технологию быстрой зарядки Power Delivery. Проверяем. Отлично, Power Delivery поддерживается. 9 вольт поддерживается и 12 вольт поддерживается. Теперь посмотрим на мощность. Отлично, заявленные 18 Вт получили сходу. И отключилось зарядное устройство также при нагрузке в 21 Вт. Теперь попробуем задействовать оба гнезда одновременно. Итак, сейчас я подключился к гнезду USB-A и сейчас подключусь ко второму гнезду. И думаю, вы заметили, что в момент подключения оба тестера отключились, а это значит, что в зарядном устройстве есть только один преобразователь, который может одновременно заряжать два устройства в режиме обычной зарядки, либо только одно устройство в режиме быстрой зарядки. Ну и соответственно, максимальная мощность этого зарядника была получена нами в предыдущем тесте и составляет 21 Вт. Также не забудем и про другие технологии быстрой зарядки, для этого активируем специальный триггер. Для начала Samsung AFC. Отлично, зарядник выдал 9 вольт, технология поддерживается, теперь FCP. А вот с этой технологией, к сожалению, 0 реакции. Скорее всего, Huawei этим зарядником быстро заряжать не получится. Также будет не лишним посмотреть, насколько качественно этот зарядник измеряет напряжение и ток. Сейчас по тестеру мы видим 5 вольт и 1 ампер. А зарядник отображает 5,2 вольта и также 1 ампер. Соответственно, делаем вывод, амперметр достаточно точный, а вот вольтметр знатно грешит. Теперь испытаем более мощный зарядник от Baseus. От USB-A гнезда этого зарядника мы должны получить в режиме 5 вольт 4,5 ампера, а в режиме 12 вольт 2,5 ампера. Проверим. Сейчас снимаем 3 ампера, напряжение стабильное. А вот на отметке примерно в 3,4 ампера напряжение сильно просаживается. Соответственно, ни о каких 4,5 ампера тут речи не идет. Не знаю почему, но Baseus завысили характеристики этого зарядника в режиме 5 вольт. Переключимся на быструю зарядку. Активируем триггер и пробуем менять напряжение.
Отлично, напряжение плавно меняется, значит зарядник поддерживает технологии быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 2.0 и 3.0. И мы получаем 12 вольт. Даже смотрите, зарядник идет дальше и отдает от этого гнезда даже больше. И сейчас с гнезда USB-A мы снимаем 20 вольт 1,5 ампера. Ровно столько и заявлял производитель. Попробуем найти предел по мощности. Только гляньте, сейчас мы снимаем с этого гнезда целых 35 Вт, и это, к сожалению, предел моей нагрузки. Что ж, давайте взглянем, чем нас удивит гнездо USB Type-C. Для начала подключим к гнезду USB Type-C все тот же триггер. Отлично, индикатор загорелся, быстрая зарядка Power Delivery поддерживается. И на этом гнезде мы также сразу снимаем 20 вольт. Подключаем к нему тестер, к которому подключено сразу два нагрузочных модуля. Активируем нагрузку. Здорово, сходу снимаем почти 35 Вт. Активируем второй модуль и плавно поднимаем нагрузку. И отключилось зарядное устройство только когда нагрузка на нем составила аж 45 Вт. Что ж, мощность этого зарядника просто дурная. Давайте теперь подключимся к обоим гнездам одновременно. Итак, сейчас я подключен к гнезду USB-A, задействуем второе гнездо. И видим, собственно, то же поведение, как и у предыдущего зарядного устройства. Оно перезагрузилось и далее будет работать на два гнезда только в режиме обычной зарядки. К сожалению, несмотря на высокую мощность этого зарядника, внутри установлен только один преобразователь. А значит, фиксируем максимальную мощность, которую нам показал предыдущий тест, и двигаемся дальше. Также проверим и другие технологии быстрой зарядки. Активируем триггер. Для начала Samsung AFC. Отлично, 9 вольт получили, технология поддерживается. Теперь Huawei FCP. Очень странно, как и у предыдущего зарядника, эта технология также не активируется. Под этой технологией ставим знак вопроса. Теперь переходим к самому компактному сегодняшнему участнику, зарядному устройству от Blitzwolf. На его гнезде USB-A нам обещают в режиме обычной зарядки 5 вольт 3 ампера, а в режиме быстрой 12 вольт 1,5 ампера. Снимаем 2 ампера, напряжение стабильное. Сейчас снимаем заявленные 3 ампера и напряжение немного просаживается. Соответственно, стабильно работать этот зарядник может, когда нагрузка на его USB-A гнезде не превышает 2,9 ампера. Теперь попробуем активировать быструю зарядку. Отлично, напряжение плавно меняется, значит быстрая зарядка Qualcomm Quick Charge 2.0 и 3.0 поддерживается. Сейчас снимаем заявленные 12 вольт. Общая выдаваемая мощность 18 Вт. Ищем предельный максимум. И максимальная мощность, которую мы смогли получить от этого зарядника в режиме быстрой зарядки, 23 Вт. Отлично, теперь проверим гнездо USB Type-C. Подключаем Power Delivery Trigger. Отлично, индикатор загорелся, Power Delivery поддерживается. 9 вольт поддерживается, 12 вольт также поддерживается. Заявленные 1,5 ампера в режиме 12 вольт получили. И максимальная мощность на этом гнезде та же, примерно 23 Вт. Задействуем оба гнезда. Одно гнездо задействовано, используем второе. И поведение точно такое же, как у предыдущих участников. Соответственно, делаем вывод. Опять же, и здесь у нас имеется только один хитрый преобразователь, который может заряжать либо два устройства одной зарядкой, либо только одно устройство быстрой зарядкой. Также не забудем и про технологии быстрой зарядки от Samsung и Huawei. Для начала протестируем AFC. Отлично, напряжение выросло, технология поддерживается. Теперь FCP. В этом режиме напряжение также выросло до 9 вольт, и эта технология поддерживается. Теперь протестируем более мощный вариант от Blitzwolf, и знаете, что интересно? От USB-A гнезда этого зарядника нам обещают только обычную зарядку, напряжением 5 вольт и током 2,4 ампера. Заряжать устройство быстрой зарядкой через это гнездо у нас не получится. Что ж, проверяем. Нагрузка 2 ампера, полет нормальный.
Заявленные 2,4 ампера получили. И максимум, который смог отдать зарядник от этого гнезда, примерно 14 Вт. Попробуем активировать быструю зарядку. И как и ожидалось, заряжать устройство быстрой зарядкой от этого гнезда у нас не выйдет. Триггер сейчас выставлен на 12 вольт, но заряднику абсолютно все равно. Значит, переходим к гнезду USB Type-C. Опять же, первым в дело идет Power Delivery Trigger. Но хоть с этим нас не обманули, Power Delivery поддерживается, напряжение 12 вольт. Попробуем найти максимум по мощности. Отлично, заявленные 1,5 ампер сходу получили. Ну и максимум, который смог отдать этот зарядник на гнезде USB Type-C до отключения, примерно 22 Ватта. Теперь подключимся к обоим гнездам этого зарядного устройства. Сразу видим, тестеры не отключились, значит мы имеем дело с двумя преобразователями в одном корпусе. Попробуем найти максимальную мощность этого зарядника. Сейчас суммарно снимаем примерно 30 Ватт. Сейчас снимаем 32 Ватта. 34 Ватта. И на этом все. Собственно, делаем вывод. Максимальная мощность этого зарядника при подключении сразу к двум гнездам 34 Ватта. Теперь проверим технологии быстрой зарядки от Huawei и Samsung. Для этого подключимся к гнезду USB Type-C. Напомню, от гнезда USB-A добиться быстрой зарядки у нас не выйдет. Активируем Samsung AFC. И, к сожалению, 0 реакции. Технология не поддерживается. Теперь FCP. И тут также зарядное устройство не реагирует, технология не поддерживается. Теперь посмотрим, чем нас порадует или огорчит зарядник от Ugreen. Также сначала испытаем гнездо USB-A. От этого гнезда нам обещают в режиме обычной зарядки напряжением 5 вольт 2,4 ампера, а в режиме быстрой зарядки 12 вольт 1,5 ампера. Сразу выставляем на 2,4 ампера. И видим, что с такой нагрузкой зарядник справляется легко. Напряжение стабильное, 2,4 ампера получаем. А вот сейчас получаем уже 3 ампера. Напряжение также стабильное. И максимум, который мы можем получить в обычном режиме от этого гнезда, 3,4 ампера. На 1 ампер больше, чем нам обещали. Переходим в режим быстрой зарядки. Плавная регулировка работает, значит технологии быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 2.0 и 3.0 поддерживаются. Итак, подняли напряжение до 12 вольт и получаем заявленные 1,5 ампера. Ищем предельную мощность. И, как я вижу, максимум, который мы можем получить в режиме быстрой зарядки от этого гнезда, 20 Вт. Значит, можно переходить к гнезду USB Type-C. Для начала, опять же, подключим Power Delivery Trigger. Отлично, индикатор загорелся, зарядка Power Delivery поддерживается. Зарядник сразу выдает 20 вольт. Так как мощность этого зарядника достаточно высокая, к нему будем подключать сразу два нагрузочных модуля. Сходу нагрузим на 35 Вт. Отлично, нагрузку зарядник держит. Активируем второй нагрузочный модуль. И получаем заявленные 36 Вт. 40 Вт. И на этом все. Отдав 40 Вт, зарядник отключился. Теперь задействуем два порта одновременно. Итак, сейчас я подключен к гнезду USB-A, и на нем активирована быстрая зарядка в режиме 12 вольт 1,5 ампера. Подключимся к гнезду USB Type-C. И видим, что первый тестер не перезагрузился, а все потому, что у этого зарядного устройства сразу два преобразователя, способных заряжать два устройства быстрой зарядкой. Причем гнездо USB Type-C в таком режиме может выдавать 15 вольт и 1,2 ампера. Активируем нагрузку. И сейчас суммарная выдаваемая мощность 36 Вт, как и заявлял производитель.
И на этом все. Как вы могли видеть, данное зарядное устройство способно одновременно заряжать два устройства быстрой зарядкой, и в таком режиме оно может выдавать до 38 Вт. Но в режиме, когда вы заряжаете только одно устройство напряжением 20 вольт, этот зарядник может выдать до 40 Вт. Теперь проверим поддержку данным зарядным устройством технологий быстрой зарядки от Samsung и Huawei. Для начала Samsung AFC. Отлично, напряжение 9 вольт, технология поддерживается. Теперь Huawei FCP. Опять же, 9 вольт, с этой технологией также полный порядок. Ну и наконец протестируем самое дорогое зарядное устройство от бренда Anker. Начнем также с гнезда USB-A. И знаете, и в этом зарядном устройстве производитель обещает на гнезде USB-A только 5 вольт 2,4 ампера, как это было с зарядником от Blitzwolf. Что ж, давайте проверять эту скромную заявку. Начинаем с 2 ампер, и проблем никаких я не вижу. Теперь заявленные 2,4 ампера, напряжение также стабильное. А вот при токе 2,6 ампера зарядное устройство сильно сбрасывает напряжение. Соответственно, максимум, который мы можем получить от этого гнезда, 5 вольт 2,5 ампера, или около 13 Вт. Для наглядности все же попробуем активировать быструю зарядку. И как вы видите, на мои нажатия устройство совершенно никак не реагирует, а значит переходим к гнезду USB Type-C. Для начала опять же проверим технологию Power Delivery. Отлично, индикатор загорелся, Power Delivery поддерживается. Максимум этот зарядник может отдать 9 вольт. Сейчас я вижу, что 9 вольт он отдает, но почему-то индикатор погас. Поведение достаточно странное. А теперь индикатор не загорается вовсе. Ладно, главное 9 вольт мы получаем. Подключаем теперь тестер и нагрузку. Напомню, в режиме 9 вольт этот зарядник должен отдать 2 ампера. Сейчас напряжение просело на 0,2 вольта, но при этом 2 ампера мы получаем. Попробуем найти предельный максимум. И максимум мы можем снять с этого гнезда примерно 19 Вт. Если повышать ток дальше, то у нас сильно снижается напряжение. Значит, пора задействовать оба гнезда одновременно. Итак, сейчас с гнезда USB-A мы, как и ранее, снимаем 2,5 ампера. Подключаемся ко второму гнезду. Режим 9 вольт активен. Активируем нагрузку. Собственно, видим следующее. Сейчас на гнезде Type-C мы получаем 19 Вт, как и ранее, а на втором гнезде мы получаем еще 12 Вт. Соответственно, суммарно мы сейчас получаем 31 Вт. Попробуем увеличить нагрузку. Но, как видим, это ни к чему не приводит, напряжение сильно проседает. Соответственно, делаем вывод. У данного зарядного устройства два преобразователя. Один поддерживает только обычную зарядку напряжением 5 вольт, а второй также и быструю зарядку напряжением до 9 вольт. А суммарная мощность этого зарядника 31 Вт. Также проверим и другие технологии быстрой зарядки. Для этого подключимся к гнезду USB Type-C, так как на обычном гнезде быстрой зарядки нам добиться не удастся. Активируем триггер. Для начала AFC. И на его активацию зарядник никак не реагирует. Теперь FCP. Также 0 реакции, эти технологии зарядник не поддерживает. Итак, с мощностью и перечнем технологий быстрой зарядки мы разобрались, значит можно переходить к проверке длительной работы зарядников при большой нагрузке. Сейчас каждый зарядник нагружен в соответствии с заявками производителя, и в таком режиме каждый будет работать 10 минут. За это время перегрев, если он будет, обязательно себя проявит. По итогу все зарядники прошли проверку на перегрев. За время работы ни один не выключился и не перезагрузился. Температуру, до которой нагрелись зарядники, вы сейчас видите на экране. Ее я также укажу в финальной таблице. Теперь с помощью портативного осциллографа DSO-150 проверим такой немаловажный параметр, как пульсации напряжения. Для сокращения времени измерять будем только в максимальных режимах. Напомню, хорошими считаются пульсации не более 1-2% от номинального напряжения. Первый зарядник Baseos, гнездо USB-A, режим 5 вольт, 3 ампера. В
таком режиме пульсации составили 27 милливольт. Тоже гнездо, режим 12 вольт 1,5 ампера, пульсации 19 милливольт. Теперь я подключился к гнезду USB Type-C, режим 12 вольт 1,5 ампера. Пульсации 24 милливольта. Теперь на очереди 30-ваттная версия зарядника Baseos. Подключаемся к гнезду USB-A, режим 5 вольт 3,3 ампера. Пульсации в таком режиме 59 милливольт. То же самое гнездо, режим 12 вольт 2,5 ампера. Пульсации 58 милливольт. Далее я переподключился к гнезду USB Type-C, режим тот же 12 вольт 2,5 ампера. Пульсации 58 милливольт. И, наконец, режим 20 вольт 1,5 ампера. Пульсации всего 22 милливольта. Далее 18-ваттный зарядник от Blitzwolf, подключены к гнезду USB-A, режим 5 вольт, практически полные 3 ампера. Пульсации аж 75 милливольт. Далее тоже гнездо, но уже в режиме 12 вольт 1,5 ампера. Пульсации 97 милливольт. Далее гнездо USB Type-C, режим 12 вольт 1,5 ампера. Пульсации 62 милливольта. Следующим испытаем зарядное устройство от Blitzwolf на 30 Вт, подключены к гнезду USB-A, режим 5 вольт 2,4 ампера. Пульсации 56 милливольт. И теперь гнездо USB Type-C, режим 12 вольт 1,5 ампера. Пульсации 78 милливольт. Теперь на очереди зарядное устройство Ugreen. Подключаемся к USB-A гнезду, режим 5 вольт 2,4 ампера. Пульсации 38 милливольт. Тоже гнездо, режим 12 вольт 1,5 ампера. 55 милливольт. Теперь я подключился к гнезду USB Type-C. Как и в случае с зарядником от Baseos, этот я также хочу протестировать в режиме 12 вольт 2,5 ампера. Пульсации 47 милливольт. И, наконец, режим максимальной производительности, напряжение 20 вольт, ток 1,8 ампера. Пульсации всего 39 милливольт. Теперь очередь зарядного устройства от Anker, подключены к гнезду USB-A, режим 5 вольт 2,4 ампера. Пульсации 52 милливольта. Ну и наконец последний замер, гнездо USB-C, режим 9 вольт 2 ампера. Пульсации 55 милливольт. Ну и, пожалуй, последнее, что я хочу сегодня проверить, это провести тест на короткое замыкание. Логика простая. Если в зарядном устройстве есть защита от короткого замыкания, то это самое короткое замыкание он переживет и после него восстановит свою работу. Если же защиты нет, то зарядник выйдет из строя. Итак, первым проверяем зарядное устройство Baseos с экраном. Как вы можете видеть, никаких проблем. После устранения коротыша зарядник заработал. Следующим коротнем 30-ваттный Baseos. Опять же, никаких проблем, зарядник выжил. Теперь очередь малыша от Blitzwolf. Замыкаем. Опять же, тест пройден. Теперь 30-ваттный Blitzwolf. Как видите, никаких проблем. Теперь очередь зарядного устройства Ugreen. Отлично, тест пройден. Ну и финишируем тестированием зарядника Anker.
его защита отработала как надо. Ну и наконец подведение итогов, и для того чтобы облегчить эту задачу, я как обычно свел все данные в одной таблице. Сначала оценим мощность, и тут лидерство за зарядным устройством Baseus без экрана, оно выдало аж 45 Вт мощности. На втором месте Ugreen с 40 Вт мощности, ну а самый скромный результат выдал зарядник с экраном от Baseus. Однако оговорюсь, что все зарядники в плане мощности подтвердили заявку производителя, но не мощностью единой. Что касается поддерживаемых технологий быстрой зарядки, то по ним впереди мини-зарядник от Blitzwolf и зарядное устройство от Ugreen. Они поддерживают все наиболее распространенные технологии быстрой зарядки. Тут тоже стоит оговориться, что Ugreen еще и способен выдавать напряжение до 20 вольт, на что не способен малыш Blitzwolf. Также 20 вольт можно получить от 30-ваттного зарядника Baseus. Остальные в этом плане в пролете. Порадовало, что все зарядники работают без перегрева. Самым холодным оказался белый зарядник от Blitzwolf, а вот маленький зарядник того же бренда показал наихудший, хотя и вполне приемлемый результат. Ну и наконец пульсации. Наименьшие пульсации показал зарядник с экраном от Baseus, но это с учетом его скромной мощности. А вот среди самых мощных зарядных устройств лидерство у Ugreen. Этот зарядник хоть и немного, но обошел конкурента от Baseus. В общем, думаю, теперь у вас достаточно информации для выбора наилучшего зарядника. Своего фаворита называть не стану, чтобы избежать ненужных обвинений, а вот аутсайдера назову охотно. Им, на мой взгляд, является зарядник от Anker. Единственное, в чем он опередил конкурентов, это цена. Невзрачное и неоправданно дорогое зарядное устройство. А как считаете вы, какой зарядник достоин первого места? Напишите об этом в комментариях под видео. Также напоминаю, 500 лайков, и я сразу сажусь снимать обзор на бюджетные зарядники, они ко мне уже приехали. Ну а пока ссылки на сегодняшних участников оставляю в описании под видео и прощаюсь до следующего обзора. Кстати, узнать, о чем он будет, можно, подписавшись на наш инстаграм, ссылка там же в описании. Смотрите канал Китай в помощь и берите от жизни лучшее.